второе место в Айове для человека, про которого говорят, что он вообще нью-йоркских ценностей, то есть достаточно либеральных, разведенного, причем дважды, насколько я помню, человека, так сказать, который является магнатом, значит, в девелопменте, который, в общем, считается не самым чистым бизнесом в Америке, будем так говорить, ну, как и везде, наверное. Конечно, победить, уже победой было то, что он занял это второе место, что он не скатился дальше, вот, что он не стал там пшиком, потому что, кроме всего прочего, ведь он еще и начинающий политик, не будем забывать, что для него это вообще первый политический сезон как таковой. В Айове, где проводятся не прямые праймериз, где люди не приходят на избирательные участки, а проводится система, такая иерархическая система партийных собраний и съездов, нужно очень хорошо работать над своей организацией на местах, иметь большое количество волонтеров. То есть это такая совершенно новая для него работа, с которой он в целом справился. И опять же, для республиканской партии, напомню, Айова очень непоказательна. Великий Рональд Рейган, которого молятся все американцы, проигнорировал Айову начисто. Да? Вообще, да. Значит, Маккейн очень мало вел агитации в свое время, все равно стал номинантом. Поэтому, на мой взгляд, для Трампа это абсолютно ничего не меняет. И в этом смысле, конечно, ставки были высоки только для одного человека в этих праймерис, это для Теда Круза. Рубио рассчитывал на третье место, он его и получил. Да? Рассчитывает в дальнейшем нарастить свое какое-то влияние и рейтинг. Поэтому первый вывод, и самый главный, интрига сохраняется. Она не могла не сохраниться, потому что не произошло ни одной сенсации, то, чего не предполагалось. Второе, все кандидаты, значит, в президенты, которые, собственно говоря, проявили себя в максимальной степени, но, конечно, сейчас будет очень сильно зависеть от того, какие они сделали выводы, как они себя вот поведут дальше, так сказать, в Нью-Гэмпшире и далее. Также очень важно понять, что настроения электората существенным образом изменились, и мне сложно вспомнить еще один такой год, когда таким образом радикально менялись настроения электората. То есть, на самом деле, это удивительное второе место Трампа на кокусе в Айове, на мой взгляд, и удивительный, так сказать, результат вровень с Хиллари у Берни Сандерса. То есть, человек, который не только самоназванный социалист, но еще и человек, который, в общем-то, независимым является сенатором, то есть он фактически не член демократической партии, даже идет просто по ее, так сказать, праймерис-системе. И в этом смысле понятно, что американские избиратели демонстрируют крайнюю степень усталости от официальной политики, во всяком случае от руководства Единой Америки точно. И вот эти вот кандидаты, они сейчас, во всяком случае, Круз, Трамп и Сандерс, значит, последний демократ, первые два республиканца, будут всячески демонстрировать, что они идут против Единой Америки. Поэтому, на мой взгляд, вот такие первые результаты. Интрига сохранилась, ничего радикального не произошло. Все будет очень-очень напряженно, во всяком случае, до супервторника.